Какая погода хорошая. Морозец легкий, 3 градуса всего лишь. Снег перестал идти, солнышко. Самое время побродить по следам, поохотиться. Сегодня я решил сделать короткое видео об охотничьем посохе, который незаслуженно забыт, в том числе и мною. В общем, всем привет, кто случайно или не случайно зашел на мой канал посмотреть это видео. Вот этот посох, в принципе, очень удобная вещь. Приобрел его много лет назад, пару раз попользовался и как-то, отложил в угол, и все из поля зрения пропало и забыл. И как-то пользователи написали в комментариях, что надо делать упор там, к дереву прислонить винтовку и так далее. Ну и я как-то вспомнил, вот, у меня же есть посох, ё-моё. Все, достал его. Теперь у меня на видном месте, там же, где и винтовка. Так, сейчас я отложу винтовочку в сторону и расскажу подробнее. В принципе, посохов огромная масса. У меня американской фирмы Vanguard Pro M72. Вот, может быть, видно. Имеет мягкую накладочку поролоновую. Удобно держать, рука не мерзнет. Например, зимой, например. То есть можно без перчаток, не надо за алюминиевую палочку держаться и охлаждать свои руки. Само собой, на конце V-образный упор. Упор раскладывается в зависимости от того, какая у вас винтовка. Там маленькая ложа, большое и так далее. То есть можно, нажав на оранжевую кнопочку, его разложить вплоть до горизонтального. Вот. Резиновые накладочки. Крутится само собой, чтобы можно стрелять было в разных направлениях. Можно вообще открутить. И здесь у нас стандартный винт, который можно установить там видеокамеру, бинокль, если имеет у вас отверстие под штатив, там дальномер. Что тут еще такого хорошего? Само собой, палочка. Анодированный алюминий. Как я уже сказал, американская компания. Даже серийный номер приклеила. Все четко у них. И разметочка в дюймах на палочках. То есть у него 2 замочка раскладываются. Нижний у него 24 дюйма. И меточки стоят. Так, где у нас там камера? Вот она. Вот. Верхний у нас, депт, глубина 46 дюймов. Вот. То же самое меточки. Вы этим можете не заморачиваться. Не важно там в дюймах, сантиметрах там или еще в чем-нибудь. Без разницы. Хотя есть педанты, отмечают эти метки в зависимости от своего роста. Потом держат в башке и пытаются разложить по этим меткам. Зачем так делать? Я обычно так делаю. У меня, в принципе, разложена просто нижняя часть до конца, верхняя сложена. И, в принципе, мне ее хватает, чтобы просто побродить там по лесу. Вот. Достаточно удобное положение. Полусогнутая рука. Вот, смотрите. Удобно упираться.
Хотите выдвинуть на нужную вам длину, ну, например, чтобы пострелять с винтовки, обычно на уровне плеча. Что я делаю? Я перекладываю в левую руку посох, поднимаю V-образный упор на уровень плеча и отстегиваю верхний самый замок. Так, вот так будет виднее. Все, палочка выдвинулась до конца до земли. И замок застегиваю. Все, она стоит. Теперь можно ложить винтовку и стрелять. Хотите там бинокль там или еще что-то, то есть вам нужно на уровень глаз поднять. Принцип тот же. Держим посох на уровень глаз, отстегнули замочек, уперлась в землю, застегнули замочек. Все, на уровне глаз. Посохи выпускают разной длины. То есть при покупке вы смотрите, какая вам длина нужна. Я, в принципе, покупал самый длинный. Мой рост 176. Посох позволяет выдвинуться на длину 183 сантиметра. Ну вот смотрите, вот высота. То есть на любой рост человека, даже двухметрового человека. Почему взял длинный, а не более короткие, там были, ну, покороче? Потому что не всегда почва ровная. То есть на ровном участке, да, у вас, достаточно, там вы можете сложить его, и вот на такой уровень, например, и положить винтовку, там выстрелить или еще что-то делать. Бывает, почва идет под уклон вниз, то есть посох у вас стоит внизу, а если он будет короткий, вам придется менять место, с которого вы наблюдаете или стреляете. Мой же посох позволит вам выдвинуть его и сделать нужную высоту. Вот почему важно взять более длинный, чем ваш рост. Ну и на конце удобная вещь, зонтик, как на лыжных палках. То есть в снегу особо не тонет, ну в рыхлом, понятное дело, что утонет, а вот, скажем, трамбованный, когда вот оттепель прошла, он довольно плотный, что вы идете, и порой под вами даже не проваливается. Ну, не знаю, какой у вас там вес, но вы можете и провалиться, конечно, особенно если идете там с грузом, там рюкзак, винтовка и так далее. У меня вес не особо большой, поэтому я на плотном снегу не особо проваливаюсь. Да, по мягкой почве, там по болоту идете, там по мху, вот этот зонтик позволяет посоху особо не тонуть. Ну что еще? Ну, понятное дело, здесь сделана вот такая петелька, можно на кисть руки намотать, и он никуда не денется. То есть освободить руку не надо, просто держать его, он будет, кстати, там волочиться или еще как, или можете даже к одежде пристегнуть, и все, и он волочится за вами. А руки у вас свободны, можете делать нужные вам вещи. Так, что-то я еще хотел сказать, но забыл. Так. Да, в принципе, наверное, и все. По возможностям рассказал, из чего он сделан. Анодированный алюминий, прочный очень. Да, вот что хотел сказать. Он вам пригодится не только... Так, где мой Собакевич-то? Уже побежал, искать. Мы только на охоту вышли, а он за чего-то там ищет. Так, вам понадобится, ну, не только там при ходьбе, при упор там, при стрельбе там и так далее. Летом очень удобная вещь, я вот сколько замечал. Был бы посох там или еще что, у меня такой проблемы не было бы, я думаю, у вас тоже. Бываете, идете, и между деревьев паутина. Причем конкретная паутина, как, сеть рыболовная. Так выстроена, что,
пойдешь через нее, либо у вас все лицо будет в паутине, либо вся одежда, и потом будете там, сдирать ее, отряхивать. Такая конкретная паутина. Ну и начинаете там обходить эти деревья. А порой, и апатиты особо негде там, ну, заросли, например, какие-нибудь. Ну и теряете время. А так бы вот у вас проходик был как раз там небольшой такой, где могли протиснуться, и тут, е-мое, это паутина. Ну вот был бы посох, раз, и все, этой паутины нет, и все, идете дальше. Ну, либо придется вам просто там ломать палочку, там вырубать топориком какой-то тоже посох и проделать себе путь в зарослях среди паутин. Ну вот Собакевич погулял мой, весь в снегу, морда снежная, как Дед Мороз ходит. Какая погода хорошая это. Поохотиться сейчас по следам. На поле, смотрю, косули ходили, везде все притоптано, лёжки ихние. Раскапывали снег, тут посажено осенью то ли капуста, то ли редиска, ну по запаху такая вот, как бы редька, по-моему, скорее всего, кормовая. И вот они ее раскапывают и листья едят. Приходят, смотрю, лёжки на поле даже есть, то есть лежали, пережевывали, скажем так, переваривали поевшуюся редьку. Ну и сейчас где-то в лесу лежат под кустами или под ельником каким. Смотрю, тут следы лисья. Ну, сначала косули были, потом смотрю, лиса тоже с косулями шла по следам. Лис очень много. Ну вот как бы все. На сегодня все. Пойду я погуляю с винтовкой по зимнему красивому лесу. Немножко поснимаю и добавлю в конце видео. В общем, всем пока, удачи!
Ну вот как-то так.